Вечер добрый, уважаемые коллеги, воскресенье, и как всегда с вами Дэн Стрелков и проект Forex Times. И уж традиционно, вы уж меня простите, но приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете прогнозы по данным Чикагской товарной биржи, а именно по опционным и фьючерсным данным, также по данным поведения толпы американского брокера Оанда, также по волновой теории Ральфа Эллиота и сильным уровнем поддержки сопротивления и нахождению ликвидности. Собственно, друзья, хотим узнать, где может быть разворот рынка, ищите зоны ликвидности, диапазоны, в которых крупный игрок может, поглотив данную ликвидность, войти большими ордерами в рынок. Также в комьюнити Forex Times вы найдете торговые рекомендации, обучение и чат. Присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, никогда об этом не пожалеете. А сегодня, как всегда, рассмотрим вероятное движение торговых инструментов на предстоящую торговую неделю, а то, может быть, месяц и два. Как получится по евро-золоту. И, опять же, сегодня в качестве бонуса будет австралийский доллар, который поглотил ликвидность, про которую я рассказывал в течение 2 или даже там 3 недель. Я думаю, 3 недель. Но пока это никак не сказалось на его росте. И поехали по евро против американского доллара. Друзья, не очень перспективный торговый инструмент на предстоящую торговую неделю по той простой причине, что даже фунт против американского доллара более перспективен, но сегодня была лекция в закрытой части комьюнити. Там мы, конечно, рассматривали 12 торговых инструментов. Сегодня же вот в открытой части евро, золото, как всегда, евро-золото и бонусом австралийский доллар. Собственно, друзья, вы прекрасно знаете, что в пятницу данные по рынку труда были опубликованы из США и показали очень хорошие результаты, гораздо лучше прогнозируемых. И поэтому везде американский доллар, грубо говоря, поубивал все остальные валюты. Однако, это не приближает к нас пониманию, будет ли увеличена процентная ставка Федрезервом или нет, потому что Трамп до сих пор орет и пищит, как он хочет увидеть снижение процентной ставки. Ну, конечно же, чтобы сальдо торгового баланса с Китаем стало хотя бы приближаться к нулю, потому что еще полгода назад оно было очень сильно отрицательным. Сейчас оно сократилось, потому что глава Китая, собственно, согласился помочь Трампу и немного усилил свою национальную валюту, но недостаточно. Сальдо торгового баланса между США и Китаем по-прежнему очень сильно отрицательно, и Трампу нужно увидеть снижение процентных ставок, чтобы дальше рос фондовый рынок, потому что Трамп это не президент, не политик, это бизнесмен, ему нужны деньги, в фондовом рынке огромное количество его денег и, конечно же, сальдо торгового баланса между США и Китаем. Но после выхода данных по труду в пятницу, то мы узнали о том, что до 40% возросла вероятность роста процентной ставки Федрезервом на ближайшем заседании. На следующей неделе, по-моему, в среду, если мне не изменяет память, а если изменяет память, то во вторник, но мне кажется, в среду, выйдут данные по инфляции США. Вот там тоже будет очень интересно. Если данные выйдут, и мы увидим рост инфляции больше прогнозируемых данных, то американский доллар продолжит убивать все, что здесь движется. И с ним работает. А в четверг мы увидим заседание Евроцентробанка, на котором, скорее всего, будет принято решение о поднятии процентной ставки на 0,25 базисных пункта. Но, однако, нас больше интересует не этот рост, потому что он в цене уже был заложен. Нас больше интересуют комментарии главы ЕЦБ, потому что если в комментариях хотя бы в одном предложении прозвучат нотки того, что Евроцентробанк может ослабить монетарную свою политику, то евро начнет жестко-жестко умирать. Итак, друзья, это вот макроэкономический такой фон у нас.
С точки зрения волнового анализа, если мы с вами предполагаем, а мне хочется очень сильно покупать евро, и если мы с вами предполагаем, что евро начал падать, грубо говоря, вот у нас очень большое падение. К примеру, здесь у нас прошел импульс, коррекция и продолжение импульсного снижения. То если так предположить, то нам необходимо найти импульс в данный момент по волновой теории Эллиота. Собственно, вот эти волны, в которых нужно найти импульс, друзья. И давайте с вами поищем, ничего найти невозможно. Выстрела из пушки здесь нет. Классическая пятиволновая структура не получается, потому что данная коррекция, а это потенциальная волна 4, допустим, сюда ставим 3, сюда 2, сюда 5, еще не закончившаяся, к примеру, то вот эта четвертая волна, она поглощает минимум раз, минимум два. Сюда можно было бы поставить минимум волны 1, предположить, что после этого у нас будет плоскость, видите, зигзаг вверх, зигзаг вниз, с обновлением минимума и импульс с усеченной пятой волной конечного диагонального треугольника, но даже здесь, будучи первая волна, четвертая волна ее поглощает, поэтому сюда можно накрутить, если уж натягивать сову на глобус, можно было бы накрутить только начальный диагональный треугольник. И что самое интересное, визуально-то все очень красиво. Первая волна, вторая, третья, четвертая, пятая. Все красиво. Есть одно но, друзья. Третья волна больше, чем первая, а она должна быть меньше, чем первая. Первая больше, чем третья, третья больше, чем пятая, вторая больше, чем четвертая. Все здесь красиво, кроме третьей волны по отношению к первой. Третья волна больше, я померил. Друзья, сюда импульс не накручивается никак. А если не накручивается импульс, а мы любим сову на глобус натягивать, то давайте натянем, знаете, каким образом? Вот таким, через вот такой сумасшедший треугольник. Почему я беру именно этот треугольник? Потому что никто не будет спорить, что внутри у нас есть еще один треугольник. Таким образом, волна А, потом через треугольник выходим на волну B, C, D, E. И после этой волны Е разворот вверх. С точки зрения волновой теории Эллиота, в принципе, да, сова на глобус натянулась, потому что если предположить, опять же, если предположить, что после данного треугольника и импульс, рост закончился, и мы начали коррекционное снижение, то вот эта волна очень напоминает импульс, а вот эта волна импульс не напоминает никак. Поэтому одна из них точно не импульсная, и если вторая никак на импульс не тянет, то можно предположить, что первая волна также, в принципе, импульсом и не является никоим образом, друзья. Поэтому если мы будем исходить из того, что все-таки сову на глобус натянули таким образом, что разворачиваемся вверх, то, в принципе, первый уровень – это крупное скопление опционных контрактов PUT, 9736 недельных опционных контрактов PUT с экспирацией 12 июня. То есть в эту пятницу экспирировались месячные контракты, недельные будут экспирироваться в следующую пятницу. Следовательно, это первый уровень, и после чего цена вполне себе может дальше уйти наверх. Но почему? Я сказал в самом начале, что не перспективный торговый инструмент, да по той простой причине, что я не могу найти, в принципе, очевидных уровней, от которых можно было оттолкнуться снизу, кроме, конечно же, минимального вот этого диапазона, но до него еще надо дойти. И если дойдем, опять же, здесь раньше была ликвидность, есть ли она сейчас там, пока неизвестно. И посмотреть на это мы с вами никак не можем. Нам никто не покажет скопление, к примеру, стоп-лосс ордеров покупателей, либо sell-стоп ордеров продавцов. Это было бы слишком просто. Поэтому данный торговый инструмент на предстоящую торговую неделю, а может быть даже и на две, рекомендую рассматривать исключительно на покупку, но
От какого уровня, каким образом, не могу ничего подсказать. Могу только подсказать уровень 1.1650, который с большой вероятностью может быть протестирован по той простой причине, что маркетмейкер в данный момент, как продавец этих недельных опционных контрактов, терпит большие убытки, потому что премия этих опционных контрактов была достаточно большой, но премия и номинальная стоимость опционных контрактов – две разные вещи. А убытки маркетмейкера, либо прибыль того же маркетмейкера, либо прибыль, опять же, держателя опционных контрактов, она рассчитывается именно, прошу прощения, прибыль маркетмейкера от продажи опционных контрактов рассчитывается, конечно, стоимости премий этих опционных контрактов, а вот прибыль держателя опционных контрактов рассчитывается исключительно по номинальной стоимости, а там совершенно другие цифры, бывает в десятки раз больше, чем стоит премия по опционному контракту, потому что, друзья, премия – это право на владение опционным контрактом и распоряжение его полной стоимостью. Это как, к примеру, вы бы купили у меня право на покупку квартиры за 10 тысяч долларов, если цена этой квартиры упадет там на тысяч 20-30 долларов. Но если она вырастет, то я вам 10 тысяч долларов не отдаю, и права на покупку квартиры у вас, в принципе, никакого нет, потому что она будет стоить дороже. Ну, примерно такой дешевый пример, но чтобы вы понимали, чем отличается номинальная стоимость от стоимости премии. И, кстати, когда мы дойдем с вами до австралийского доллара, там будет это актуально. Поэтому, если вам что-то очень хочется сделать по данному торговому инструменту, ищите исключительно паттерны на покупку с ростом в направлении уровня 1.1650. И да, для тех, кто считает, что маркетмейкер – это какой-то бог, который может управлять рынком, на самом деле это не так. Можете думать про то, что маркетмейкер – это как страховая компания, страховщик, который постоянно, он даже не имеет права, он обязан предоставлять ликвидность при торговле на срочном рынке, а именно, если кто-то хочет купить опционные контракты, маркетмейкер их продает, после чего ему, разумеется, необходимо эти опционные контракты каким-то образом хеджировать через фьючерсный либо спотовый рынок. Вот, он является страховщиком, его обязанность продавать опционные контракты и таким образом страховать от возможных своих потерь, чтобы избежать эти потери и, наоборот, получать прибыль. Но, как вы видите, что по данным опционным контрактам PUT, маркетмейкер должен был бы страховать их или даже откупать их за счет фьючерсных контрактов наверх. Но никто никогда не полезет, ни маркетмейкер, ни там крупнейшие банки мира или инвест-хедж-фонды никогда в жизни не полезут против огромного потока ордеров на продажу или на покупку после какой-либо макроэкономической новости. Вот у нас вышли данные по Америке, как вы прекрасно знаете, по рынку труда гораздо лучше, чем прогнозировались, и все полетело в сторону американского доллара. Я не видел эти потоки ордеров, потому что спотовый рынок нигде полностью не публикуется. Только на Чикаго, например, можно посмотреть фьючерсные контракты, можно на московской бирже посмотреть. Вот. Но по всему миру собрать всю информацию не получится. Какой огромный поток ордеров был, и против них не будет становиться ни маркетмейкер, никакой крупнейший банк, никто против такого потока не станет. А вот сейчас маркетмейкер посмотрит, если в среду данные по инфляции в Америке выйдут с понижением, либо такие же, как прогнозируются, то, возможно, у маркетмейкера хватит сил вернуть евро к уровню 1.1650. Золото, друзья. Неважно, насколько у нас падает золото, что с ним происходит, рекомендации остаются прежними, исключительно покупки в направлении огромного скопления. Вы посмотрите, здесь чуть более 20 тысяч контрактов, кол здесь более 8.
тысяч контрактов кол, собственно, в направлении уровней 5.150 пускай будет и 5.350 пускай будет. Вот два уровня. Рассматриваем исключительно покупки в направлении данных уровней. Вот больше по данному торговому инструменту сказать в принципе нечего. Если вас интересуют какие-либо паттерны на вход в рынок, то предлагаю рассмотреть данный уровень, который я изобразил. Здесь у нас была драка, прям драка с нахождением ликвидности, но после этого ложный пробой и, разумеется, очень серьезный пробой на росте объемов, но, разумеется, после выхода данных по США. Следовательно, данный диапазон является очень хорошим, если цена его пробьет. И на тестировании будет очередная драка, например, вот как здесь, с отработкой ликвидности, тогда можно будет рассматривать покупки. С другой стороны, можно рассматривать покупки и пораньше, если будет очевидный импульс и очевиднейшая коррекция выставлением отложенных ордеров buy stop со стоп-лоссом под коррекцию, либо под локальный минимум. В принципе, несколько вариантов, как можно отработать. Либо вы просто можете выставить себе сетку отложенных ордеров, буквально 3-4 ордера с большими стоп-лоссами, с риском 1% в каждом ордере. Ну, рискнете вы здесь 3-4% от баланса торгового счета с потенциальной выгодой от, я думаю, от 6-7%. Ну, то есть, причем 1% риска, 6-7% профита. Если получили стоп-лосс, открылся очередной ордер, то, значит, здесь уже 7-8% будет прибыли, если у вас риск остается 1%. Но вы же можете увеличивать по чуть-чуть 1%, 1,5-2% в третьем ордере. Главное, обязательно контролируйте, чтобы у вас был выставлен уровень стоп-лосса и грамотно рассчитывайте объем ордера, исходя из размера стоп-лосса и риска, а именно процента от баланса торгового счета. И австралийский доллар, друзья, по австралийскому доллару. Кстати, забыл совсем сказать. Евро-доллар. Почему я говорю про то, что покупки более-менее хорошо? Объясню на фоне франка, но не буду показывать график, а покажу вам данные американского брокера Оанда. Вот посмотрите, это франк. А вы прекрасно знаете, что евро и франк, они практически зеркальные. У них корреляция приближается к -1. То есть, если евро-доллар растет, то доллар-франк падает. И наоборот. Посмотрите, пожалуйста, друзья, вот здесь справа показаны открытые ордера покупателей. Их на данный момент 89%. Что интересно, вот здесь показаны стоп-лоссы покупателей. Посмотрите, какие они жадные. Стоп-лоссов покупателей практически нету. 89% покупателей сидят практически без стоп-лоссов. Их нету. И посмотрите, пожалуйста, 11% продавцов сидят. И вот у них 17% от общего количества отложенных ордеров, 17% ордеров стоп-лосс. Вот продавцы не жадные. Они четко фиксируют и знают, как фиксировать свои ордера. Покупатели настолько жадные, стоп-лоссов нет вовсе. Я к чему, друзья? Давайте предположим, что американский доллар начал жестко расти. Это означает, что вся толпа покупателей, то есть все хомячки, резко стали сказочно богатые. Вы где такое видели, чтобы рынок хомячкам, да еще в таком количестве 89% покупателей, чтобы рынок хотя бы удовлетворил половину, вот 40% этого числа покупателей, дал им прибыль? Да не в жизнь. Во что я могу поверить, так это в то, что рынок вырастет. И вырастет, друзья, до уровня 1,08145. То есть франк может вырасти до уровня 0,8145, скушав значительную часть стоп-лоссов продавцов, а это не что иное, как ликвидность для крупного продавца.
И вы посмотрите, здесь стоит аномально огромный лимитный ордер на продажу, sell limit. Да, конечно, очень хорошо, когда у нас огромное скопление лимитных ордеров, но здесь аномально большой ордер. Подозреваю, что кто-то что-то где-то узнал и хочет эту ликвидность всю скушать и развернуть рынок на продажу. Почему на продажу? Еще раз повторяю, 89% у нас хомяков покупает. Рынок не отдаст им свои деньги, учитывая, что они настолько жадные, что стоп-лоссы не выставили. Рост даже до уровня 0,8145, вот сюда, никак не скажется на том, что они позакрывают свои позиции. Раз они настолько жадные, что стоп-лоссов не выставляли, то, скорее всего, будут держать там чуть ли не до победного конца. И рынок этот конец им предоставит. Он просто может развернуть доллар против франка вниз так сильно, чтобы хотя бы половину этих покупателей поулетала по маржин-колу. Поэтому будьте внимательны с евро, опять же, с тем же франком. Если вы франк покупаете, то знайте, вы в той толпе, которую рынок будет разводить. А теперь прыгаем на австралийский доллар и сразу вспоминаем, опять же, данные американского брокера Оанда по состоянию толпы. И я напоминаю, что в течение 3 недель я рассказывал вам про вот это крупное скопление стоп-лоссов покупателей. 2 или 3 недели я постоянно говорил, что рынок с очень большой вероятностью будет кушать данную ликвидность, потому что, ну, очень симпатично она выглядит. И на самом деле, да, конечно, вы можете посмотреть, что рынок эту ликвидность сожрал. Но есть проблема. Сожрав эту ликвидность, рынок попал на данные по Америке. И, как я уже говорил сегодня, никто, даже вот этот крупный игрок, который хотел бы сожрать ликвидность и развернуть рынок вверх, даже он против огромного потока ордеров на продажу на спотовом и на фьючерсном рынках не полезет. И как бы он ни хотел, даже если он уже съел эту ликвидность и хотел закупиться, и вдруг увидел во-первых, увидел данные по рынку труда и, конечно же, понял, что что-то будет, увидел огромное падение и решил, да ну нафиг, он не полезет в рынок. Его просто сожрет, ему слижет все деньги, которые он туда вложит. Но мы должны знать, что ликвидность на самом деле была скушена. И в данный момент мне что очень нравится. Первое, с экспирацией июльской экспирации у нас по-прежнему наверху висит 4000 контрактов, опционных контрактов put, и в принципе рынок может в любой момент развернуться в их направлении. Но опять же, данные по рынку труда вышли такие, что непонятно вообще, будет этот разворот, не будет. Очень непонятно. Будем ждать инфляцию, будем ждать какие-то комментарии ЕЦБ, будем смотреть данные по Австралии, потому что вы прекрасно знаете, что процентная ставка Банка резервного Австралии, она выше, чем Федрезерва США. У Австралии, по-моему, 4,85 или 4,75, а у американцев гораздо... Ой, 4,85 или 5,85. Друзья, не хочу врать. Я к вечеру воскресенья уже головой немного болею. Но у Австралии процентная ставка гораздо выше, чем у Федрезерва США. Это хотя бы делает привлекательным именно покупки по данному торговому инструменту, так как из-за разницы процентных ставок мы будем получать положительный своп. Для трейдеров, опять же, на спотовом рынке это очень даже неплохо, это даже очень приятно. А во-вторых, сейчас я вам покажу экспирацию августовских контрактов. Вот там очень интересная ситуация. А вот, собственно, эта ситуация. Внимание, коллеги, посмотрите, пожалуйста, на колоссальные объемы контрактов. Если они никуда не денутся до августовской экспирации, это прям подсказка. 8000 опционных контрактов put выше цены
и 8 тысяч опционных контрактов call ниже цены. Это говорит о том, что все эти контракты уже находятся в деньгах. То есть после того, как данные контракты были куплены, вот мы видим эту покупку, то держатели этих контрактов уже в прибыли. Но, внимание, премии по данным контрактам были сумасшедшие. Я подозреваю, что 4000 контрактов, конечно, это можно посчитать, но помимо разницы от текущей цены до страйка контрактов, необходимо, конечно, в формулу вложить еще время до экспирации контракта. Это необходимо смотреть в таблице прямо на сайте Чикагской товарной биржи. Я руками стоимость контрактов не рассчитываю. Но я подозреваю, что стоимость 4000 контрактов варьируется в районе, может быть, 12 миллионов, 15 миллионов долларов. Это стоимость премии, это стоимость права на владение данными контрактами. Но прибыль держателя контрактов, либо убыток, опять же, продавца контрактов рассчитывается по номинальной стоимости контрактов, а номинальная стоимость контрактов рассчитывается исходя из базового актива. Базовый актив здесь австралийский доллар, и один контракт, по-моему, стоит 100 тысяч. А у нас 4000 контрактов. Это 400 миллионов, насколько я понимаю. Это 400 миллионов австралийских долларов. Это только 4000 контрактов. А тут 16 тысяч контрактов. Тут сумасшедшие прибыли и убытки будут. Причем убытки у маркетмейкера, а прибыль у держателей этих контрактов. Но что самое интересное, чисто математически ни маркетмейкеру, ни держателю опционных контрактов невыгодно, чтобы цена, во-первых, улетела ниже опционных контрактов call и выше опционных контрактов put. Вот если бы они были по-разному, если бы опционные контракты call были наверху, опционные контракты put внизу, то здесь была бы математика немного другая. А сейчас математика именно такая, что и маркетмейкер, и держатели опционных контрактов при подходе цены к данным скоплениям опционных контрактов с большой вероятностью будут пробовать отбивать. То есть цену до экспирации, сейчас посмотрим, когда там в августе экспирация, 7 августа, до 7 августа и маркетмейкер, и продавец, собственно, и покупатель опционных контрактов зажимают данный торговый инструмент в этом диапазоне, так как нижняя граница диапазона у нас ближе. Причем в понедельник, во вторник есть большая вероятность продолжения роста американского доллара, то при приближении к данному диапазону рассматриваем исключительно покупки. И рассматриваем покупки в направлении уровня вообще-то 0,78, где у нас было 4000 контрактов с экспирацией июльской на 2 июля, по-моему. Потому что цена, если все-таки по Америке выйдут очень плохие данные по инфляции, и если Трамп все-таки своим авторитетом задавит главу Федрезерва, которого он же сам и поставил, и сделал главой, и тот хотя бы просто на выступлении скажет, что мы уверены, что в самое ближайшее будущее мы снизим процентную ставку. Да, американский доллар улетит в тартарары именно по отношению к австралийскому доллару, потому что австралийский доллар это сырьевая, во-первых, валюта, а во-вторых, австралийский доллар уже трижды в этом году был в росте из-за роста процентной ставки, собственно, австралийский резервный банк подымал процентную ставку трижды в этом году. По идее, 4-5 в этом году уже не будет, но и снижать Австралия процентную ставку не собирается, даже не намекали. Плюс процентной ставки больше в Австралии, чем в США, все возможности есть для покупок. Поэтому, друзья, при снижении торгового инструмента к диапазону 0,6860, 0,6915 рассматриваем исключительно покупки минимум в направлении диапазона 0,7360, 0,7410 и далее к уровню 0,78, откуда, конечно же, к
к августу, к 7 августа с большой вероятностью мы увидим опять же падение цены и вхождение в данный диапазон между 8 000 опционными контрактами put и 8 000 опционных контрактов call. На данный момент я вижу диапазон прибыли маркетмейкера, вот я его выделил. И выделяю вам уровень Max Pain, собственно, максимальная прибыль маркетмейкера. Но это на данный момент. Как это изменится к августу, мы посмотрим. Но я подозреваю, что у маркетмейкера четкие границы будут в этих диапазонах. Следовательно, любой подход к этой границе, значит, работаем от нее, как от сильнейшего уровня поддержки или сопротивления. Ну что ж, друзья, надеюсь, сегодняшняя лекция была для вас полезно. Опять же, австралийский доллар исключительно покупаем, золото исключительно покупаем, а евро, ну, если очень сильно чешутся ручки, и если действительно поверить в то, что франк не упадет по отношению к доллару так сильно, чтобы толпа, а именно 89%, хотя бы половина этой толпы стала сказочно богатой, ну, значит, евро необходимо рассматривать на покупку. Но, друзья, напоминаю, что американский доллар против франка еще может вырасти до уровня 0,8145. Это означает, что евро еще может немного упасть, после чего ищем разворот, потому что по австралийскому доллару я предполагаю, что, поглотив эту ликвидность, цену будут разворачивать крупные игроки снова вниз, потому что толпа обречена страдать. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Присоединяйтесь к комьюнити Forex Times. Расскажу вам очень много интересного. И всем классного, теплого и светлого вечера. Всем пока-пока.